Всем привет! Сегодня мы поговорим о нашей стойке, которая находится у нашего клиента, и он нам любезно разрешил снять видеообзор. К слову, в этом же помещении у него находится ферма, которая работает на воздухе, но она сейчас отключена по нашей просьбе, чтобы мы могли все это заснять и сделать хороший видеообзор, чтобы нас было слышно. В комплектацию стойки входит градирня, то есть это автономное решение. По количеству оборудования в ней сейчас загружено 24 устройства ASIC S9J. Ну и сейчас более подробно на базе ячейки мы поговорим, что же все-таки находится в ней и как все это работает. В ячейке размещены 6 устройств ASIC S9J с блоками питания на 2,6 кВт. Предварительно с устройств были демонтированы кулера, ну и сами ASIC очищались от пыли и грязи. Далее они погружались в наш теплоноситель Coolant, который является инертным, экологически безопасным и обладает высокими теплофизическими свойствами. К слову, температура самого теплоносителя сейчас в районе 60 градусов. Мы опустили прямо туда термопару и на датчике можем это все видеть. Ну и сейчас коротко о принципе действия, да, как все это устроено, как все это работает. У нас есть большой отсек, в котором находится наше оборудование, и малый отсек, где находится тоже оборудование, но уже теплообменное. То есть там расположен насос циркуляционный и теплообменник. С помощью циркуляционного насоса теплоноситель перемещается из большого отсека в малый. Посредством перелива, да, вот здесь можно видеть, что происходит перетекание жидкости из большого в малый отсек. Далее теплоноситель попадает в теплообменник, и там он охлаждается с помощью уже внешнего закрытого контура теплоносителем или, скажем так, охладителем водно-гликолевой смесью, которая уже непосредственно срабатывает все это тепло в окружающую среду посредством градирни. Пару слов об обслуживании нашей стойки. Как можно было видеть на видео, ячейка уже была в выдвинутом состоянии. Сейчас мы ее закрываем крышкой и задвигаем ее внутрь, скажем так, внутрь стойки. Так, ячейка задвинута в стойку, и далее она фиксируется специальным стопором, для того, чтобы она оттуда никуда не уехала. Ну и сейчас сразу приступим к демонтажу нашей консоли для выдвижения. Сейчас более подробно поговорим с вами о внешнем контуре охлаждения, в котором у нас циркулирует охладитель. Это водно-гликолевая смесь. Циркулирует она и даже по самой стойке. Вот в этой несущей опоре, которая играет своего рода роль коллектора, откуда охладитель равномерно распределяется в каждую ячейку. Вверху стойки расположена гидравлическая обвязка. Это циркуляционный насос, расширительный бак, манометр который показывает у нас давление в системе, и кран для заполнения. Чуть выше представлен датчик температуры. На нем выставлена постоянная температура, которая поддерживается с помощью частотного преобразователя и градирни, которая у нас находится на фасаде здания. Ее мы покажем чуть позже, уже на улице. Ну и сейчас покажем некоторые параметры именно по самой градирне, в частности, это потребление мотором-вентилятором, оно в районе 112 Вт сейчас, ну и частоту вращения, она у нас в районе 23 Гц. Это с учетом того, что стойка рассчитана на отвод тепла от оборудования в районе 45 кВт. Ну вот мы вышли и на улицу, где можем наблюдать нашу градирню, которая, как слышно даже на видео, я думаю, работает практически бесшумно в данный момент, в данное время года. К слову, по ее параметрам она рассчитана на теплоотвод в районе 45 кВт при температуре окружающего воздуха плюс 30 градусов. И, как я говорил, на данный момент она потребляет всего лишь 120 Вт для охлаждения стойки на 45 кВт. Ну и теперь самое главное, для чего же вообще нужна вся эта система иммерсионного охлаждения? За счет равномерного отвода тепла от оборудования, которое погружается в иммерсионную жидкость, мы добиваемся увеличения производительности более чем на 40%.
При этом оборудование стабильно работает на высоких мощностях, что мы вам продемонстрируем на мониторе. Здесь вы можете видеть разогнанное устройство с помощью прошивки от компании Bixbit. Это ASIC S9 по хешрейту 20,2 терахэшей. По параметрам температура чипов 64, 67 и 64 градусов, ну и температура плат в районе 50 градусов. То есть устройство работает стабильно, при этом выдает очень высокий хешрейт. В завершении нашего видеообзора хотелось бы вам продемонстрировать, как работает ферма на воздушном охлаждении, которая была отключена во время наших съемок нашего обзора. Всем пока!